Всем привет, меня зовут Кася, и в этом видео будем вязать данную кофту. Вообще, когда я только увидела готовое изделие, у меня сразу появились ассоциации в голове с прериями, дикими лошадьми и ветром, который обжигает лицо. Осталось только соломенную шляпу надеть. Я буду вязать из пряжи, которая показана в видео. Основное изделие будет цвета 223, крючок 3 мм. Вязание начинаю снизу, набираю обычным способом петли. Изделие до проймы будет вязаться просто прямым методом, без прибавок и убавок. Как я рассчитывала низ? Это талия, обхват талии, плюс 5 сантиметров. Набрала нужное количество петель. Теперь мне надо провязать 3 воздушные петли. Делаю накид и в пятую петлю вставляю крючок. Первый ряд я буду вязать столбиками с одним накидом. Ну и так до конца ряда. В конце ряда я набираю 3 воздушные петли. Делаю накид и опять вставляю крючок в пятую петлю. Далее провязываю столбик с одним накидом. Провязала 2 столбика с одним накидом и делаю воздушную петлю, а потом вставляю крючок через один столбик. Таким образом у меня получается дырочка, и в итоге выйдет наш красивый узор с сеткой. Далее провязываю 3 столбика с одним накидом, делаю воздушную петлю и опять вставляю крючок через один столбик. Таким образом провязываю до конца ряда. Данный узор будет повторяться каждый второй ряд. Здесь я уже провязала третий ряд. В конце этого ряда я просто провязываю 3 петли. Третий ряд, кстати, состоит просто из столбиков с одним накидом. Вставляю крючок в пятую петлю и опять буду вязать узор с этими дырочками. Дырочки в этом узоре должны быть друг над другом. Провязала какое-то количество рядов до вот этой красной линии. Это расстояние у вас может быть разное, зависит от ваших предпочтений. Я делаю такие кофты довольно короткими, потому что у меня джинсы с завышенной талией. Я закладываю 3 петли на дырочку вот эту, которая у меня обозначена была 3 линиями на картинке. И теперь я буду просто с одной стороны провязывать до крайнего маркера. Он у меня голубенький.
Довязала до голубенького маркера. Вот у меня есть петля в центре, а голубой маркер обозначает третью петлю. В него я вставляю крючок и провязываю соединительный столбик, чтобы был плавный переход. Следующий ряд начинается с присоединения петли. И сейчас надо набрать 2 воздушные петли. Не 3, как я делаю в видео, а именно 2. Вот, все, больше не надо. 2 достаточно, третью не надо делать, как я показываю в видео. Делаю накид и провязываю ряд согласно узору. Нам надо сделать угол, соответственно, я сокращаю в каждом ряду по одной петле. Вставляю крючок в петлю, которая находится перед сокращенным столбиком, и провязываю соединительный столбик. Следующий ряд, опять же присоединяю ниточку. Здесь то же самое, надо набирать 2 воздушные петли, а не 3. В конце данного ряда будет точно такое же сокращение соединительным столбиком. Итак, что у нас есть на данный момент? Провязанное изделие до проймы. С одной стороны я уже вывязала, чтобы показать как пример. Итак, пройма переда. Как она у меня получилась? Я сначала сократила 4 петли, потом 3, потом 1 и потом 1. Но у вас эти значения будут другие, потому что у меня один размер, у вас другой размер. Соответственно, всего у меня пройма 5 сантиметров, а у вас может быть 7, 9 или 4. Теперь ниточка присоединяется со стороны выреза. Вставляю крючок в петлю перед соединительным столбиком. И вот момент. Если бы мне не надо было сокращать, я бы набрала 2 воздушные петли. Но так как у меня идет вырез, мне надо сокращать петли. Я набираю 1 воздушную петлю и дальше просто провязываю столбик с одним накидом.
Довязываю практически до конца. Осталось 4 столбика. И в этот 4-й столбик для плавности перехода я провязываю соединительный. Когда мы начинаем вязать пройму, сокращение петель в районе выреза происходит через ряд, поэтому я набираю 2 воздушные петли. Поэтому, как правило, 2 воздушные петли мы ничего не сокращаем, 1 воздушная петля мы сокращаем 1 петлю. В конце второго ряда проймы то же самое. В 3-й столбик вставляю крючок и провязываю соединительный столбик. Присоединение ниточки мне дается не с первого раза, но теперь нам надо сократить 1 петлю, поэтому провязываю 1 воздушную петлю. В 3-м ряду сокращаем 1 петлю. Ну и так далее. Думаю, принцип всем понятен. Всего в пройме переда можно отметить 3 части. Первую часть мы уже провязали, вторая часть это прямая, без прибавок, без убавок. А 3-я часть это часть с прибавками. Ее я покажу позже. Но сейчас мы присоединяем ниточку, набираем 2 воздушные петли и тем самым вяжем вторую часть без прибавок и убавок. Подходим к концу ряда, там где у нас вырез. И мы сейчас будем провязывать соединительный столбик, чтобы сократить 1 петлю. Во второй части проймы все ряды будут начинаться с самой проймы, без прибавок. Поэтому все время будем набирать 2 воздушные петли.
Вторая часть проймы провязана. Осталась третья, там, где прибавки. Ниточку присоединяю со стороны выреза. В конце ряда нужно сделать прибавку. Просто в последнюю петлю провязываем 2 столбика. Три воздушные петли. Вставляю крючок в 4-ю петлю, а не в 5-ю, так как в следующем ряду также надо сделать прибавку. На данном этапе спинку я уже провязала. Красная линия — это расстояние от начала спинки до начала проймы. Это расстояние равно тому же расстоянию, что и напереди. Но для правильной посадки спинка должна быть чуть короче, чем перед. Я ее сделала короче на 3 сантиметра. За счет чего? За счет уменьшения вот этого прямого ряда, где синяя полосочка, как раз таки на эти 3 сантиметра. Приступаем к вывязыванию выреза на спинке. Он образуется за счет сокращения петель. Вязание начинается со стороны проймы. У меня есть центральный маркер, вот желтый. От него я отступаю 10 петель. И до сюда я буду вязать ряд.
Довязала до 10-го столбика. Провязываю соединительный столбик. Таким образом сокращаю остальные петли. 4, 3, 3. Сшиваем спинку и перед. Вставляю в самое начало крючок. Кстати, после сшивания можно оставить все как есть, и получится не кофта, а топ. Присоединяю ниточку и провязываю 3 воздушные петли. Вынимаю крючок и вставляю его в следующий ряд. Сейчас, возможно, чуть-чуть непонятно, куда я вставляю крючок, но если посмотреть дальше, там все будет более наглядно.
После сшивания деталей необходимо вывязать рукава. Зеленым маркером я обозначила середину рукава. Как ее вообще понять, где она? Наденьте изделие, и вот середина плеча будет как раз-таки место расположения маркера. До и после маркера должно быть какое-то количество петель. Это вот наш прямой участочек, который садится на плечо. У меня в случае с видео будет 4 петли. Но потом, когда я провязала несколько рядов, мне пришлось распускать, потому что изделие было довольно кривым. Поэтому вот как на фотографии я сделала 6 петель. До и после маркера, соответственно, всего 12 петель. В один из столбиков вставляю крючок и провязываю 2 воздушные петли. Делаю накид. Соответственно, в одном ряду будет 2 столбика. Восемь петель провязаны, и в следующий столбик я вставляю крючок, провязывая соединительный столбик. Набираю 2 воздушные петли. В следующий столбик провязываю еще один соединительный столбик. Изделие поворачиваю. Теперь вот в самый первый соединительный столбик я вставляю крючок, и туда я буду провязывать 2 прибавки. Дальше вяжу по рисунку. Первый ряд у нас был без дырочек, значит второй ряд будет с дырочками. Подошли к концу ряда. Теперь делаем ту же махинацию с соединительными столбиками. Изделие повернули, и в первый соединительный столбик провязываю 2 прибавки. Таким образом будет вязаться весь рукав.
В этом моменте мне не понравилось, что рукав топорщится, поэтому я все перевязала и как вот на той фотографии сделала не 8 петель, а 12. И последний шаг — это связывание рукава. Вставляю крючок в первый соединительный столбик относительно левой части рукава. Две воздушные петли. Поворачиваю вязание. Дальше буду вязать последний ряд рукава. Последний ряд рукава заканчиваю соединительным столбиком. Декоративный элемент, который мне очень захотелось добавить, это белая кромка. Сейчас покажу, как ее делать. Вставляю крючок в любое место, желательно на спинке или вообще в шве. И дальше просто вяжу столбики без накида. Еще я связала шнурок, и после шнуровки получилась вот такая вот кофта. Спасибо всем, что вязали со мной, что досмотрели это видео, особенно тем, кто подписывается и лайкает. Мне очень приятно, учитывая, что канал начинающий. И всем пока-пока.